Итак, в чем соль? Silent Hill 1999 года это не просто игра, это как билет на маршрутку в ад. Пока другие хорроры пугали зомби и экшеном, эта игра решила: зачем? Лучше замутим такой псих-трип, что игроки будут искать успокоительное. Туман, иной мир и атмосфера, в которой хочется зажечь лампадку. Вот что сделала франшизу легендой. Сюжет. Гарри Мейсон — это типичный Вася с района. Едет с дочкой Шерил в Silent Hill, мечтая о шашлыке и фотках. Но вместо отпуска авария, дочка пропала, а городок встречает монстрами, от которых даже твой кот сбежал бы. Простая миссия найти ребенка оборачивается заварушкой с культами и богами, от которых мозг плавится как сыр на сковородке. Гарри Мейсон, папаша в тумане. Гарри Мейсон — это типичный Вася с района, который просто хотел свозить дочку Шерил на каникулы. далее Гиллеспи. Это маман культа, местная гуру с вайбом тети, которая продает всякие отвары на рынке. Но вместо ромашки у нее Флорес, артефакт, который, мол, спасает всех от тьмы. Алесса Гиллеспи. Девочка с экстрасенсорными способностями, которую далее решила поджарить ради культового бога 7 лет назад. План, конечно, провалился. Алесса выжила, но ее душа раскололась, как тарелка на русской свадьбе. Одна половинка стала Шерил, а вторая осталась страдать в больнице. Лиза Гарланд. Медсестра с глазами полными ужаса и памятью, как у рыбы. Ухаживала за Алессой и попутно подсела на ПТВ, который Кауфман щедро подкидывал. Потом до нее доходит, что она, похоже, уже не совсем живая. То ли призрак, то ли город решил поиздеваться. Лиза — это как если бы тебя заставили работать в офисе с токсичным боссом, только вместо босса культ, а вместо офиса ад. Сибил Беннет. Коп из соседнего городка, которая приехала разобраться, что за чертовщина творится. Дает Гарри пушку, вначале может стать его корешем, если ты игрок не накосячишь. Silent Hill 5 концовок, и они зависят от того, как ты играешь. Спасешь ли ты Сибил или Кауфмана, или решишь, что все заслужили пинок от судьбы. Божество сливается с Алессой, далее шарахает током, как в плохом боевике, а Гарри мочит эту тварь. Шерил шепчет: «Пап, спасибо» и «пока», и бац! Гарри находит мертвым в разбитой тачке. Все, что ты прошел? Может, это просто предсмертный сон? Да, вот такой твист, от которого хочется заварить ромашковый чай и поплакать. Хорошая плюс. Кауфман и Сибил живы. Алесса дает младенца, Гарри и Сибил сбегают. Вот это канон. Этот младенец — Хезер Мейсон из Silent Hill 3. Ну и последняя, Silent Hill'овская концовка. Гарри похищают инопланетяне. Да, это шутка разработчиков, как если бы в ужастик добавили мем с котиками. Монстры и ржавый иной мир — это не просто декорация, а прямой репортаж из кошмаров Алессы. Ее экстрасенсорные способности — это как неисправный 3D принтер, печатают ее страдания прямо на город. Каждый монстр, каждый скрипящий забор — это ее боль, гнев и воспоминания о том, как культ испортил ей жизнь. Туман в Silent Hill — это не просто «Ой, PlayStation не тянет графику». Это как если бы твой страх разлили по улицам, как лужи после дождя. Team Silent взяли технический косяк и сделали из него икону. Туман дезориентирует, как твой первый день в новой школе, а тишина, прерываемая только шорохами и помехами радио, это как одиночество, которое шепчет: «Ты тут не один, бро». Как Алесса превращает город в свой кошмар. Медсестры. Алесса боялась медсестер, которые за ней ухаживали в больнице. Ток — искаженный образ тех, кто должен был лечить, но приносил боль.